МЮ избавится от Казимира. Челси может подписать напарника для Мудрика. Арсенал ищет форварда. Бавария определилась с новым тренером. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Инвестиции председателя совета директоров Айнеос сэра Джима Рэдклиффа после приобретения акций футбольного клуба МЮ, которые составят около 270 миллионов евро, существенно увеличат возможности клуба по покупке игроков предстоящим летом. Об этом сообщает The Times. По их информации, инвестиции Рэдклиффа в акционерный капитал значительно улучшат позиции клуба касательно финансового фейерплей. Также сообщается, что Манчестер Юнайтед пытается избавиться от нескольких игроков первой команды, чтобы получить возможность подписать кого-то в январе. Хаби Алонсо, который возглавляет ливеркузенский Байер, может стать главным тренером мюнхенской Баварии, сообщает Sport.ES. По информации источника, Бавария может назначить Алонсо на должность главного тренера клуба лишь после того, как команда договорится с Байером о выкупе его контракта, который действует до 2026 года. При этом на испанского специалиста по-прежнему претендует Реал, который видит в Алонсо замену нынешнему тренеру сливочных Карлу Анчелотти. На данный момент, после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги, Байер является лидером чемпионата с 42 очками. При этом команда Хаби ни разу не проиграла, она одержала 13 побед и 3 раза сыграла в ничью. Челси интересуется нападающим Жироны Артемом Довбиком, сообщает The Sun. По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер Челси Маурисио Почеттино. Аргентинец желает осуществить трансфер уже зимой, поскольку основной нападающий команды Николас Джексон отправится на Кубок Африканских наций вместе со сборной Сенегала. Предполагаемая сумма трансфера может составить примерно 45 миллионов евро. Помочь в переходе может другой украинский игрок Михаил Мудрик, который выступает за Челси с января этого года. Манчестер Юнайтед решил не активировать опцию продления контракта Рафаэля Варана. Ранее стало известно, что контракт защитника рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления еще на 1 год. По информации Daily Mail, манкунианцы решили не активировать опцию, но по-прежнему заинтересованы в том, чтобы сохранить игрока. Поэтому в январе МЮ обсудит с французом возможность подписания нового контракта. В клубе считают, что нынешняя зарплата Варана в размере 340 тысяч фунтов в неделю слишком высока с учетом его регулярных травм. МЮ хочет снизить зарплату Рафаэля, а активация опции продления сохранила бы ее на том же уровне. Из-за этого Варан сможет вести переговоры с другими клубами уже в этом месяце. 30 декабря звезда Аль-Иттихада Карим Бензема покинул Саудовскую Аравию. До поры до времени было непонятно, почему француз покинул страну базирования его клуба. Однако Марка сообщила, что Карим улетел с Ближнего Востока из-за травмы стопы. Именно из-за повреждения Бензема не тренировался в четверг и пятницу. Клуб, как сообщает источник, дал Кариму разрешение на отъезд в связи с травмой. Бензема играет в Аль-Иттихаде порядка полугода, с лета 23-го. За это время он успел отличиться за клуб 11 забитыми голами, а также оформить 5 голевых передач. На нападающего Брайтона Жуао Педро претендуют сразу 2 английских топ-клуба. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, Ливерпуль и Арсенал проявляют предметный интерес к футболисту. Оба гранда могут предпринять попытки по подписанию форварда уже в зимнее трансферное окно. Жуао перешел в Брайтон из Уотфорда в минувшее трансферное окно за 34,2 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел за «Чаек» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 2 результативными передачами. Серджио Роберто может перейти в Арсенал. Как сообщает Диарио Спорт, канониры сделали запрос по поводу доступности защитника Барселоны. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета высоко оценивает футболиста. При этом Роберто не собирается уходить из Барсы до конца сезона. В конце весны или начале лета стороны обсудят планы. И если смена команды окажется предпочтительным вариантом, то игрок будет не против того, чтобы поиграть в АПЛ.
Полузащитник ПСЖ Ренату Саншеш, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в Роме, в скором времени может стать игроком турецкого Галатасарая. Об этом сообщает журналист Николос Кира. По его информации, на первоначальном этапе португальский футболист вернется в ПСЖ, поскольку римский клуб больше не заинтересован в его услугах. Затем парижский клуб начнет подготовку к его продаже. Подчеркивается, что агент Саншеша предложил ему вариант с переходом в Галатасарай. Напомню, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что игрок также недоволен своим положением в команде Жозе Мауриньо. Журналист Ричард Кис, известный по работе на beIN Sports, сообщил, что Казимиро больше не будет выступать за МЮ, то есть в январе он покинет клуб. Кис обошелся без подробностей. Ранее ходили слухи о возможном переезде бразильца в Саудовскую Аравию. ПСЖ от футболиста отказался, хотя проходила и такая информация. Казимиро пропустил несколько месяцев из-за травмы, при этом первые матчи отыграл на очень слабом уровне. Арсенал проиграл Фулхэму в гостевом матче 20-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 2-1. У победителей отличились Рауль Хименес на 29-й минуте и Бобби де Кордова-Рид на 59-й. У Арсенала забил Букайо Сака на 5-й минуте. После этого матча Фулхэм набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13 место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, Арсенал после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на 4-й строчке. Ливерпуль досрочно вернул португальского полузащитника команды Фабио Карвалью из аренды из Лейпцига, сообщает сайт клуба. 21-летний полузащитник отправился в стан быков в аренду на сезон, однако сыграл за Лейпциг всего 15 матчей во всех турнирах и при этом провел на поле всего 360 минут. Карвалью является воспитанником Бенфики и Фулхэма, а летом 22-го присоединился к Ливерпулю, по информации интернет-портала Transfermarkt, за 6 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро. У Арсенала есть три альтернативы нападающему Брентфорда Айвену Тоуни. Начало этого сезона показало, что Арсеналу не хватает элитного нападающего. Габриэль Жезус, который чаще всего играет на острие атак, не блещет результативностью. В зимнее трансферное окно Тоуни считается целью номер один среди нападающих, однако Арсеналу будет крайне непросто заполучить Айвена посреди сезона. По информации CBC Sports, на радаре у Арсенала также находятся Виктор Осимхен из Наполи, Лаутаро Мартинес из Интера и Виктор Бонифаса из Байера. Как и Тоуни, эти трое едва ли будут доступны для трансфера в январе, по крайней мере за адекватные деньги, поэтому Арсеналу, вероятно, придется отложить покупку нападающего до лета.